Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события, которые происходят сегодня в мире. Начну с важной новости, которая уже вызвала множество обсуждений среди экспертов. Дональд Трамп намерен взять под контроль украинские атомные электростанции. Эта информация появилась после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, а затем и с Владимиром Зеленским. Это был первый контакт между Трампом и Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме в овальном кабинете в конце февраля, когда американский лидер, я бы так сказал, жестко раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в неблагодарности и нежелании идти на мирные переговоры. Тогда заявление Трампа вызвало политический резонанс в обществе, так как его слова были восприняты именно как давление на Киев с целью заставить Украину пойти на уступки. Но теперь ситуация изменилась, Вашингтон называет этот разговор фантастическим, а сам Трамп утверждает, что они на правильном пути к урегулированию конфликта. Что именно он имеет в виду под этим путем, остается пока загадкой. После разговора с Трампом Владимир Зеленский объявил, что Киев соглашается временно прекратить удары по энергетическим объектам России, и это кардинально новый поворот в стратегии Украины, поскольку раньше Зеленский, я напомню, не допускал даже обсуждения таких уступок. Зеленский подтвердил это в своем сообщении на платформе X, бывшая Twitter, после разговора с Дональдом Трампом. И здесь интересно, что эта договоренность полностью совпадает с решением Москвы, ведь буквально за сутки до этого Владимир Путин также согласился на частичную паузу в атаках. Однако остается здесь неясным, является ли это уступкой Украины или частью более масштабной стратегии, которая пока не раскрывается. Тем не менее, вопрос украинских атомных электростанций, который Трамп неожиданно поднял в разговоре, может означать, что Белый дом готов играть более активную роль в урегулировании энергетического кризиса Украины. Трамп, комментируя эти переговоры с Путиным и Зеленским, выразил уверенность, что стороны движутся к мирному урегулированию. Цитата: «Мы на правильном пути», написал он в своей социальной сети после разговора с украинским президентом. Однако Зеленский предупредил, что нельзя идти на слишком большие уступки России, поскольку Кремль может использовать любую слабину в переговорах для продвижения своих интересов. Украинский лидер также намекнул, что некоторые предложения, которые исходят от Трампа, могут быть рискованными, тем более если речь идет о контроле за стратегически важными энергетическими объектами, такие, например, как украинские атомные электростанции. Разговор между Трампом и Зеленским продолжался около часа, что по дипломатическим меркам является достаточно долгим временем для обсуждения ключевых вопросов. Американский лидер назвал беседу очень хорошей, отметив, что основной темой стало обсуждение его недавнего разговора с Владимиром Путиным. Цитата: «Мы стараемся согласовать пожелания и потребности России и Украины», отметил Трамп, однако не объяснил, какие именно предложения он озвучил украинскому президенту. Тем более в Белом доме заявили, что дополнительные подробности данных переговоров будут раскрыты уже в ближайшее время. По мнению Трампа, если Америка все-таки инвестирует в украинские атомные электростанции, то такой шаг обеспечит защиту украинской энергетической инфраструктуры, сделав ее менее уязвимой как для военных угроз, так и для возможных диверсий и атак. Белый дом также поддержал эту идею, заявив, что владение АЭС американской стороной станет лучшей гарантией их сохранности. В официальном заявлении, которое опубликовано после разговора Трампа с Зеленским, Вашингтон охарактеризовал беседу как фантастическую, что подчеркивает позитивный настрой США и реализацию предложенного плана. Украинский президент Владимир Зеленский не стал прямо отвергать предложение Дональда Трампа, но и не выразил явного согласия. Он осторожно охарактеризовал беседу как очень содержательный и открытый разговор, что может означать, что вопрос остается все-таки открытым. Более того, Зеленский подтвердил готовность украинской и американской делегации провести очные переговоры уже в ближайшие дни в Саудовской Аравии. Друзья, как вы знаете, на прошлой неделе уже состоялся длительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который продлился также 1,5 часа. В ходе беседы российский лидер согласился на 30-дневную паузу в атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру, что и стало первым серьезным шагом в сторону возможного ослабления боевых действий.
Сам Дональд Трамп назвал переговоры хорошими и продуктивными, однако здесь отмечено важное препятствие: Москва не поддержала предложение США и Украины о всеобъемлющем перемирии. Это показывает, что стороны еще далеки от окончательных договоренностей, но хорошо, что диалог все-таки продолжается. На следующей неделе, буквально в понедельник ближайшее, обсуждение возможного прекращения огня продолжится в Саудовской Аравии, а именно в портовом городе Джидда. Об этом заявил специальный посланник США Стив Уитков. По его словам, на встрече снова соберутся ключевые дипломаты, включая госсекретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтса. Однако точный список всех участников пока держится в секрете, что может означать готовность к неожиданным дипломатическим шагам. Уитков дал осторожный прогноз, заявив в интервью изданию Bloomberg, что перемирие может быть достигнуто уже в течение нескольких недель. Кроме того, он намекнул на возможность личной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, назвав ее вероятной. При этом конкретной даты пока нет, что свидетельствует о дальнейших закулисных переговорах. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия также готовится к новым этапам диалога с Соединенными Штатами Америки. По его словам, уже сегодня в четверг и завтра в пятницу стороны обсудят дальнейшие детали переговоров, включая те же потенциальные соглашения и уступки. И здесь очевидно, что ситуация находится в динамике, и ближайшие недели могут стать переломными в вопросе урегулирования данного конфликта. Друзья, а как вы относитесь к идее, чтобы Вашингтон взял под контроль украинские атомные электростанции, и как вы считаете, чем это обернется для самой Украины? Напишите в комментариях свое мнение, поддержите видео лайком, подпиской и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи и хороших вам новостей!